Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить утку с вареньем, рецепт которой в моей тетрадке с рецептами записан под названием «Утка по-мексикански». Не знаю, готовят ли так утку в Мексике, но вы наверняка будете готовить утку по этому рецепту еще не один раз. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, нам понадобится утка весом около 2,5 кг. В идеале, если это будет птица мясных пород. Утку необходимо разрезать на порционные кусочки. При этом желательно срезать лишний жир, который нам здесь не понадобится. Это, как правило, околохвостовая часть. Теперь ставим на огонь сковородку и наливаем в нее 3-4 столовые ложки любого растительного масла. Пока масло нагревается, берем 60-70 граммов муки, в которой нам нужно тщательно обвалять каждый кусочек утки. Обваленные в муке кусочки утки выкладываем в сковородку с разогретым маслом и обжариваем до красивой золотистой корочки. Сначала с одной стороны, а затем и с другой. Обжаренные с двух сторон кусочки утки снимаем со сковороды и складываем их в отдельной емкости. Подготовленную таким образом утку пока отставляем в сторону и займемся соусом. Для этого нам понадобится 140-150 граммов томатной пасты, которую необходимо выложить в кастрюлю с толстым дном объемом не менее 3,5-4 литров. Сюда же вливаем 600-700 мл воды или бульона и хорошо все перемешиваем. Вместо томатной пасты и воды можно использовать 750-800 мл томатного сока. Сюда же в кастрюлю добавляем 2 чайные ложки соли, 100-120 мл уксуса, у меня 6% и 100 граммов сахара. Еще раз хорошо все перемешиваем, чтобы соль и сахар начали растворяться, а затем сюда же добавляем 250-300 граммов лука, который предварительно нужно нарезать четверть или полукольцами. 6-8 зубчиков чеснока, который нужно пропустить через чеснокодавку или мелко порубить ножом. И 200 граммов сливового или абрикосового варенья. Этот ингредиент смотрится в этом блюде странно, но, уверяю вас, он здесь явно не лишний. Еще раз хорошо все перемешиваем. И ставим кастрюлю на огонь, где ее содержимое необходимо довести до кипения. А когда соус закипит, хорошо его перемешиваем. Провариваем буквально 1-2 минуты, а затем аккуратно перекладываем в него обжаренные ранее кусочки утки. Потом снижаем нагрев под кастрюлей до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и тушим утку на протяжении 1,5-2 часов или до полной готовности. Отмечу, что время от времени утку все-таки нужно проверять, чтобы соус не начал пригорать, что вполне может случиться, если не получается установить минимальный уровень нагрева. И, собственно, все, наша утка с вареньем полностью готова. Она получается очень сочной, невероятно нежной и достаточно необычной. Соус можно отнести к разряду кисло-сладких, где чаша весов перевешивает больше в сторону сладкого. Но поскольку мясо утки очень хорошо гармонирует со сладкими соусами, в целом блюдо получается очень вкусным, и что лично для меня очень важно, в нем абсолютно не чувствуется жирность утки. Очень рекомендую этот рецепт для приготовления. Я уверена, что он займет достойное место в списке ваших любимых рецептов. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!